Доброе утро, Башкортостан! Доброе утро, друзья мои! Сегодня мы с вами отправляемся в таджикскую семью. Посмотрим, как живут таджики в деревне. Приготовим национальные блюда, познакомимся с их традициями и прекрасно проведем время. Вы берете хорошее настроение. Я беру вас с собой и в путь, друзья мои! Мы с вами сегодня отправляемся в Башкирию. Я выехала из Казани в 11 часов ночи. Ну что, друзья мои, время у нас сейчас утро. Я доехала до Башкирии. И сегодня мы с вами отправляемся в гости к таджикам. Я ни минуты не спала, быстренько переоделась и сразу же еду на съемки. Не уснуть бы где-нибудь там у них. Ай, красота какая. Природа восхитительная. Не устаю повторять, что в Башкирии невозможно красивая природа. Работы идут. Беларусь. Вот мы с вами въезжаем в село, которое называется Кикен-Васильевка. Сейчас мне сначала тут надо заехать, поздороваться с тетей Аней, и она нас проводит. Какая тишина в деревне. Тихо-тихо. Тетя Ань! Тетя Ань, доброе утро! Дома? Тетя Анечка, привет! Здравствуйте! Привет! Соскучились уже? Очень. Здравствуйте! Это что за красивый мальчик у нас? Какие у него ресницы? Тьфу-тьфу. Привет, скажи. Здоровался, скажи. Он еще проснулся только. А чай попьем? Нет? Поехали к таджикам. Таджикам тоже поедем. Я беляши сварила, может чай попьем? Вас вкусно со свежим медом. А зачем успеете же? Сейчас 5 секунд по чай пьем и едем к таджикам. Какие беляши у него красивые. Пышненькие. Вы же мне дали мед? Это чуть-чуть я дала. Нет, вы же мне не успела приехать, смотрите, уже ведро гостинцев мне передали. Это мед. У вас такой мед вкусный, Мед. одуванчиковый. Да. Это первый раз в жизни у нас было такой мед. Да? Я первый раз я попробовала. Я же вам сказала, такая вкуснятина была, да? Вообще невозможно Да. вкусный мед. Впервые я поела. Смотрите, мне целый мешок меда дали. Мешок меда. На обратном пути зайдешь, свежий каймак, этот творог приготовил, ладно? Конечно, зайдем. Ладно, Вы что, на мотайке на поедете? мотайку поеду, да. А у вас права есть? Есть, у меня же и водительские права есть. Да? Да. Нифига себе! За мной догоните, ладно? Да, гоним, уж смотри, побежала ты. Ага, у меня гости, а то этот успеть надо. Нифига вы гоняете! Я еле угналась за вами. Давно у вас таджики в селе живут? Давно уже, да? Привет, Зарина. Гостей к вам. Ассалам алейкум. Слушай, сколько лет ты в деревне живешь? Уже сколько ему? Даже 8. Даже 8? 8. Только кажется, я думала, лет Да. 5-6. Айдайте. Ассаламу алейкум. Ва алейкум барсалам. Исамысыз? İster напришмо? Нас, амаш, мунамны, дурысны, аулына. Шукур. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая красивая у нас хозяйка. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Чай попить? Да, давайте. Ага. Привет, мальчики. Пойдем. А как зовут Как вас? ваши дела? Меня зовут Зарина. Зарина? Знаю вас. Откуда? Меня Эльвира зовут. Эльвира Ассаламу алейкум. знаю. Это мой супруг. Эльвиручик. Тот же день. Тот же Динаке. Я Эльвира, рада познакомиться. Приятно проходить. Пойдемте. Сегодня, получается, я проведу один день в таджикской семье. Я уже, да? знаешь, 10 часов думаю, наверное, не приеду, что ли. Я ехала всю дорогу, всю ночь ехали, да. Вы андос для кого стелите? Для тебя. Для гостей, когда Для любые гостей. гости приходят? Гости, которые первый раз к нам Правда? заходят. Да. Я не знала, что паяндос стелят гостям. Гости стелят нас. Бисмиллахиррахманиррахим. Басар? Босып, кыргыз. Ага, Рахмат. Игорь, проходи. Наш скромненький домик. Ой, Вот здесь мы уютненький. живем. Вот сколько уже? 8 лет. Как? Вы 8 лет уже живете? Ну, здесь? постоянно уже 8 лет. А так там уже как
13 лет мы тут. А вы вообще откуда? С Таджикистана, с Душанбе. Со столицы Со Таджикистана. столицы Таджикистана, да. С Душанбе прям. И приехала. Местная, городская. А почему городская переехала в село еще и в России? А знаете, потому что здесь, ну, не в этом деревне, в соседнем деревне, моя бабушка оттуда, мама, она здесь родилась и выросла. А, да? Да. Какая Это со история. стороны мамы, они отсюда. Угу. Зарина, по-моему, сколько лет? Мне 50. 50? Мне 50. У вас какие-то все красотки в деревне, Мне да? 50, у меня еще внуки. Это Вот кто? мои младшие дети, Дети? они у меня. Сейчас невеста скоро придет с внуками. Еще у меня невеста, старший сын. Сколько у старший- вас всего детей? В общем, у меня 5. Молодец, какая 5 машалла. детей, 4 внуков. Молодец. Двое вот маленькие. А сколько внукам лет? Так, старшему 3, 4. Они в Таджикистане. А сколько вам лет? Мне 8, ему 6. Что обсуждаете, страшно или не страшно? Было страшно, да. А потом? А Было потом, страшно, спасибо, потом нормально, все хорошо. Ну вы сейчас как-то быстро привыкли. Ну, я с людьми же все время. Ну, сначала вроде говорите, я боюсь, я боюсь. Ну, боялась. Я на тоже самом деле боюсь. боялась. А что бояться? А я волнуюсь больше всего. Хоть бы что-то приукрасила бы, хоть бы что-то собрала бы чуть-чуть, может быть. А Бог ты говорит, я понятия не имела, что она по всему свету пойдет, знаешь, вот. Да? Да. Я В Таджикистане были? Была. Я была в Душанбе, я Да? была в Худжанде, я несколько раз была. В Худжанде, да? Да, Ленина Батуш бывший? Да, была. да. И что, вы по всему свету пошли, да, тетя? А знакомые звонили? Все звонят. Что говорят, красота у нас, Анна Сергеевна? Молодец, говорят все. Да? Ну, конечно, Ну, молодец. вы красиво сделали, молодцы. Мне и самое понравилось. А что я красиво сделала? Это вы все сделали? Не знаю. Нет, все сделали вы. Нет, вы же все сделали. Вы молодец, прямо потом успокоилась, как посмотрела. Переживали сильно, конечно. Все нормально. Я же не думала, я же говорю, что по всему свету пойдет, понятия не имела. Серьезно говорю. Пустили по свету вас тетя. По всему свету нас будут. Да. А дети видели? Видели? Что, говорит, мама, ты у нас красота? Дочка говорит, найду я ее обязательно в Казани ездила, спасибо скажу, сказала. Чай с молоком, Кино мы без снимаемся, молока. что ли? А что это у нас таджики чай с молоком пьют? Ну, это мы и Они в татарские, и таджикские, кому чай с молоком, кому без молока. Ну, я татарка, я с молоком. Да, с молоком, Просто вот. я удивилась, что предложили чай с молоком. Обычно А же... там не пьют с молоком. Вообще нет. Там наоборот удивляется, как это чай с молоком. Да. У нас там чай, зеленый чай. Да. А вы чай с молоком сами пьете? Иногда пью, иногда нет. Традиции как будто бы, Да, да? Как бы соблюдаю татарские традиции иногда. Подпиваю чай, да? Подпиваю чай с молоком, да. Молоко свое домашнее? Домашний свое. Коровье. Мы всегда очень рады всем, кто в гости приходит. А с соседями как хорошо ладят, соседи все их хвалят. А я вот у них первый раз, я не была. Какой язык знаете, какой язык вы учили здесь? Я вижу, слышу, что вы прекрасно говорите на русском У языке. меня родной язык таджикский, Да. узбекский знаю, русский. Тот час, блин, сюля не понимаю, а Чунаман. тшунаман. Очень хорошо тшунаман. Все понимаете, да, по-татарски? Да. Молодец, какая умная, да? Добро Ну. пожаловать. Хушомадет. Спасибо Бахунайму. Спасибо большое. Тетя Аня хушомадет. Добро пожаловать, она Добро говорит на пожаловать к нам. Спасибо, спасибо. Всё, за стол сели с нами. Да, спасибо. И правда, Когда вот хошумадет не говорят, что нужно? Хушомадет. Обод бушет. Вот бошет. Я вообще забыла. Ну, я его плохо знаю таджикский. Так, чуть-чуть. Молодец. Вот хорошо. И узбекский знаешь. и- Узбекский, а? Вообще чунаман полный, я Я права. говорю же. Молодец. Оно с чувашки становится. Чувашки тоже некоторые слова тоже понимаю. Я вот смотрю и то в Чечне, то в Дагестане, Да. Туркмении. Откуда только не пишут Ну, комментарии. молодец, Спасибо, да? молодец. Вообще молодец. Прям Спасибо. удивила, да. Это Молодец. вы молодцы, что согласились, вы молодцы, что отснялись. А знаешь, я бы раньше знала бы, его и хуплу нормально сделала, но у меня кролика не было. У нас его всегда из зайца делали. Да? Да. из кролика. Я думаю, что я мясо не взяла обычное, взяла бы, сделала, да. Может быть, вон, Обязательно. к осени ближе приеду, может, еще что-нибудь Предупреди придумаю. только, ладно? Да. Спасибо, я жду потом, ладно? Все, обязательно заеду. Все, давайте, Давайте. тетя Аня. Давайте, Пока-пока, пока. провожаем тетю Аню, говорим ей спасибо. Какие у вас дома есть дела? Вот вы что делаете, когда с утра проснулись? Канат, кто ползает? Площадку сделали, да, дома? Я на работе. Где работаете? В Регазе. В Рагазе? Туда где-то, в городе мы? Сельский мозаик.
Деревня. А, вы газовик. Да? Ничего себе, хорошо. Я думаю, работы нет в деревнях. Есть, значит, работа, да? А что сегодня не на работе? Сегодня пятница у нас. Что, прогуливаем работу? Под больничным болят. А, вы на больничном? Да. У кого чего-то там по электричеству, по сантехнику вызывают, По помогает свату, он. допустим. Сумка всегда И вот там стоит на готове, Сумка да? на готове стоит, и всегда он на вызове. Обязательства по хозяйству на вас. А вы за деньги отвечаете, вы зарабатываете деньги. Да. Если что, сумку, говорит, свою берет и уходит соседям, Да. соседям помогать по электричеству, по Да, газу. да. Как мы выяснили, он работает газовиком. И газовиком, и плюс этого еще подрабатывает. Ага, подработка. А вы Подработка. отвечаете за дом, за быт, за скот. дом, за скотину, За за детьми. хозяйство, За детьми. за детьми. А вы чуть что сумку взял и ушел. Я еще и работаю в садике. А вы работаете, да? Поваром работаю. А вы сегодня что работу прогуливаете? Муж, мы поняли, зуб мы болит. же отдыхаем же все. А, Да. выходные. Уже выходные. Отпуски у нас уже до сентября месяца. Садик тут, в деревне. Ну, да, вот Начало приехали, деревни. там Рядом школа, и рядом со школой садик. Кто больше зарабатывает? У нас вот так Одинаково идете, да? одинаково идем. А у кого деньги? Чуть больше он. Да? А деньги у кого? Ну, каждый свое. А, да? У каждого свое. А, то есть нет такого, мне давай все деньги или... А обязательства у него свое. У меня свои обязательства. Кто там к вам пришел? С детьми? А, Вот невеста, моя наверное. невеста моя, да. Ага. А вам сколько лет? 46. 46? Молодые тоже, вы молодо выглядите. Вот мои. Ассаламу алейкум. Внучка. Невестка пришла, говорит, Вот в моя гости. внучка. Вот моя невеста. Спасибо Шукрона. большое. Как? Шукрона. Шукрона, меня Эльвира зовут. Какая она у вас маленькая, уже с маленьким ребенком Да. ходит. Хрупкая какая, аккуратненькая. Ой, вы взгляните на вот эту красоту. Тут это Кустимасан. Машаллах, какая красивая девочка. Костюм национальный. Осинот зовут. Осинот. Осинот? Тут. Блин, у меня наличных денег нет. Можно на карту перевести, когда ребенка видишь, надо же. Арзуйте сюда, идем поздоровайся. Это тоже ваш? Скажи здрасте. А вам сколько лет? Поздоровайся, здрасте. Секрет. Посмотри, она такая хрупкая, маленькая, уже 2 детей. Малышка же прям. Таджичка? Таджичка, да. С Таджикистана. Что за сережки такие? Это что за сережки? Национальные сережки серебряные. Серебряные, да? Да. Похоже на маму. На маму похоже. На маму похоже, ага. А в город не хотите? Город. Нет, я не хочу. Да? Нет, еще старшее поколение как-то задумалось, Зайнапа такая, город. А невестка сразу говорит, не-не, я не хочу. Где муж? На работе. Где работает? А сюда как часто приезжает? Ну, в неделю 2 раза. Часто ездит. Ну, часто ездит, да. Часто. На выходные он ездит. А почему не с Кайнана живет? А зачем с Кайнаном жить? Не знаю. Обычно же это правило. Кирагиюк. Кирагиюк, да? Кирагиюк. Пусть они отдельно живут, сами отдельно освоятся, самостоятельно, чтобы как надо жить. Хорошая позиция, но Да. я спрашиваю, а почему невестка не живет с вами? Обычно же в Таджикистане, в Узбекистане Да, принято, что да, в семье да, обязательно либо да. старший сын живет с... Вот у меня дочка, например, в Таджикистане, а она живет со свекровью, с свекром. У них в семье 3 невесток Мгм. с детьми. И Они вот все вместе вместе. живут. Они все вместе живут. А здесь у меня другая позиция у меня. Вон, Заринапа говорит, не-не, мне не надо, чтобы со мной жили. Пусть отдельно, пускай... Отдельно живут, сами живут, отдельно. Помогать-то приходит, что не помогает мне. Если что-нибудь им надо, я иду к ним. А сейчас одна она живет, дом с Она детьми. сейчас одна с детьми, да. Хорошо это, и у нее свой быт, и у вас свой у быт. нее свой Хорошо быт, это. у нее тоже корова есть, хозяйство есть у нее самой. Какая корова, она корова. такая аккуратная, И дюймовочка. корову доит, и Да? утки, все у нее дома есть. И Молодец вот и маленькие какая. дети вот. Молодец. Ты Такое чё платок платье? сняла? Где такое платье взяли? А я недавно в Таджикистан съездила, слетела.
Вот и внучки привезла. Ой, какая звезда, прям как звездочка. Она встала, рассматривайте. Хочу похвалить вас за вашу позицию. Это наша татар позиция. Не-не-не, с нами жить не надо, уходите. Да, да. Когда вы сюда приехали? 4 года уже я здесь. 4 года. Она. 22 было? Да. Вам что, 26 лет? Не, 22. 22 была. Ну, сейчас 26. В 22 году или 23 году. 22 было. В 22 году, да? В 22 тебе сколько было? 26. 26? Сколько сейчас лет ей? 27. 27? 27. 13 лет. 28. 28? 28. О. Ей будто 14. Как будто ей сейчас надо просто в 9 класс идти. Да, издоудо. 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 Сегодня, значит, вы нам будете плов готовить. Угу. А дома вы какие-то блюда готовите? Суп? Не сидите, жену не ждете, Не. с голода не умираете? Нет, конечно. Нет, да? 23 дня их не было, и сам готовил. 23 или 23? 23 А где они были? В Таджикистане. А вы что, с ними не поехали? Потом надо за хозяйством надо Носки смотреть. хоть? Нет, не надо, я без носков люблю ходить. А вы за хозяйством остались смотреть, да? Да. Ага. А вы из какого города в Таджикистане? Хархорский район. Это погранзона. В сторону Афганистана. Да? Знаете, нет? Нет. А вы когда поедете в Таджикистан? Я когда? В феврале был. А еще когда поедете? В августе. В августе поедете? Может, как-нибудь с вами надо поехать туда? Охота мне вообще такие пограничные, интересно же. Это у нас сейчас будет слоеное тесто. Тихо. Намакни. Коснусь. «13 лет назад вы сюда приехали, да? Я приехала в 2013 году, 13 лет назад. 13 лет назад. Потом в 2014 году я уехала в Москву на заработки. Угу. 4 года там проработала. Кем работали? Ну, работницей. Зарплата хорошая была? Ну, хорошо зарабатывала. Да? В то время я хорошо зарабатывала. Заработали, вместе работали, вот дом купили. Почем дом покупали 10 лет назад? Потом да, даже 400 или 450. 450 тысяч купила я. Еще дорого, как будто и для села, и 10 лет А назад. сейчас за такую цену не найдешь на селе. А за сколько можно купить в селе дом? Больше 500, больше 600 можно купить. Такой дом Сейчас такой За 450 600 нету. купишь, да? 600, 700. Нет, я хочу сказать, даже 450. То, что вы купили, дорого, как будто на то время Дорого, было. что ли? Ну, раньше это как на капитал было. Ну какая разница, это же Да. деньги. Сюда приехали, вот этот дом я увидела и сразу сказала, что все это дом мой. Куплю, да? Это дом мое. Бабушка была татарка, а дедушка у меня был афганцем. Афганец. А как вы таджичкой получились? У меня отец таджик. Моя мама метиска выходит замуж за таджика. Вот так они там живут, жили в Таджикистане. И бабушка, она потом там жила, потом она сюда переехала. У меня и брат, и братья здесь жили. И тоже мы сюда переехали. Я вот как к вам пришла, я на ваши брови смотрю и любуюсь. Красивые, выразительные Тебе тоже брови. красивые. Вы не сравнивайте ваши роскошные таджикские брови и мои уж тут мыскин брови. Я говорю, вы не сравнивайте. Я всегда вот смотрю, да, у таджичек всегда красивые глаза, красивые брови. Ну, у меня тоже в крови и татарский, и афганский, но Ну, по вам я бы сказала, на 70% таджикский все равно. я хочу сказать, как будто вас перетянуло все таджикское. Ну, да, конечно, это... Я вот афганок не видела никогда, я даже не могу сказать, какие вот они. Но афганец не таджикский афган был, мой бабушка, а узбеком. А, Катган, если ты слышала, Катган. можем где познакомились? В Москве. В Москве. В Москве. Тоже на заработки приехал. Не, он там работал, зарабатывал, потом как-то мы познакомились случайно.
Он пригласил в Москву, нашел работу, познакомился со всеми. Он в дачном поселке работал, да, и меня устроил, и я там и работала у них, работницей. Я бы так-то и работала, просто забеременела с сыном, и все, хватит, уже не буду работать. Это вы что, в 44 года рожали? 42. А второго? 44 второго. Вот, я же... Самого последнего. Офигеть, 44 года рожали? Да. Не страшно было? Нет. Ну, рожать, естественно, страшно. Это же нелегко. Нет, ну, имею в виду, ну, все равно там возраст не остановила? Нет, все равно я сама родила, сама. Молодец. Да. Вообще никогда не поздно рожать, значит, да? Ну вот сейчас... Что, а еще хотите Нет, рожать? сейчас же не хочу, все уже. Она соседка тоже у нас, в садике мы вместе работаем, она тоже забеременела в 47. Все говорят, зачем тебе, зачем? Я говорю, правильно, рожай. Показывай пример своим молодым, чтобы они молодые тоже рожали. Да? А то сейчас молодые же И не что, будешь хотят. рожать? Не знаю пока. А какой срок у нее? Срок малый, по-моему, А, еще. да? Маленький еще срок. Мясо для плова посолили. Нарезаем мясо на самсу. Сегодня я вас научу готовить. Самсу. Да. Я говорю, сегодня я вас научу готовить самсу. Сейчас сама буду учиться. А вообще дома как часто таджикские блюда готовите? И основном таджикские блюда, да. Муж-то, наверное, скучает по Таджикистану. Конечно. Сейчас я вот съездила, потом он съездит. У вас там родственники? У меня там родственники есть. Сейчас я найду съемки в Таджикистане, вот сейчас познакомлюсь поближе. Родственников. И можно будет ехать, а то все говорят, Эльвира, зачем мало снимаешь Таджикистан, зачем не снимаешь Таджикистан? Надо снимать. Знакомых не было. Тебе просто, знаешь, надо съездить в горные кишлаки. Горные кишлаки. Я хочу Где- ворол, кишлак. Да? Ворол, по-моему, называется. Не воров, а хорог. Нет, ворол. 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 Что-то первый раз слышала воров. Хорог я тоже слышала. Хорог это на Памире. Ой, как я хочу на Памир. Вот на Памире красиво, там красота. Вот горные. Люди же еще красивые на Памире. Да. У меня был тренер по боксу, он был из Памира, он, кстати, сейчас чемпион UFC стал. Тоже красивый, высокий, статный. С Чувашами, наверное, познакомились только когда в это село приехали, да? Да. До этого не сталкивались. Я не сталкивалась и не знала даже. Да. Я слышала, то, что вот мы учились в школе, Да. чувашим, так и национальцам мы слышали, а то, А что знать не знали, знать что я не знала. Но я потом смотрю на них внимательно. Некоторые слова тоже с татарскими схожи, и с нашими Есть. таджикскими схожи некоторые слова. С таджикскими тоже есть, да? Ну вот, например, они кладбище мазар говорят, мазар. Да. Мазар. И у вас мазар, А у нас тоже мазор. Мазират. Мазор. Да, вот такие слова. Или вот таптаза. Чисто, что ли? Чисто. Таптаза. Они Ну, тоже тогда таптаза тоже. говорят. Мы тоже так же говорим топтоза. У нас тоже топ-тоза. Вот, узбеки тоже топтоза. А когда вы познакомились с чувашами, как можете их охарактеризовать? Я прям удивилась, когда вот я начала в огороде работать. Они сразу приходят, сразу помогают. Даже я их не зову, они вот приходят, сразу помогают. И картошку сажать, и там овечек стричь. А вы к ним потом тоже ходили? Я тоже ходила, Да? да. Да, Чуваши они дружат. хитрые? А хитрость я не знаю про хитрость. А татары хитрые? Я с ними не жила и не знаю. Ага. Хитрые, не хитрые. А то вот про нас татар же говорят, мы Говорят, хитрые. хитрые, да? Говорят так? Чуваши, вы, по вашим наблюдениям, оказались очень помогливыми. Да, 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 они помогают во всем. Никогда не отказываются в помощи. Даже если какая-нибудь там проблема, пойду я к ним, попрошу, они никогда не отказываются. Мясо мы сюда, да? Да, сюда, с луком. Да. Так, Мясо, ладно, продаете внутренний Пью, жир, также пью, добавляем. пью. Только себе, да? только мы себе. Мы же в магазине ничего не кушаем. В магазине я ничего не покупаю. Все свое у нас. Картошка свое, мясо свое, яйца свое. И кур держим. Ну, честно сказать, в этом году я цыплят не купила. А так каждый год я и утки, и бройлеры все покупала. Сколько зарплаты в садике? У меня зарплата повара, получаю, если считая без налога, 22 тысячи. 22? Да. А что так мало?
На табуретку сядешь? Нет, если я сяду, меня мама ругать будет. У нас не принято сидя работать. Да? Вы, таджички, к мужьям на вы обращаетесь? Ну, честно сказать, на ты. А вы? Тоже На ты? на ты. У нас некоторых таджики тоже разные бывают. Да. Есть и ленинабадские таджики, есть памирские таджики, есть и борзобские таджики, есть и разные таджики. В разных регионах они с уважением относятся. На вы. Даже вот маленьким детям своим даже на вы они относятся. Ну да. Да. Вот в сторону, если слышала, Ригар, ближе к Узбекистану. Ну, Узбекистан, они и к родителям, и к мужу, и к Да, детям вот, на вы. Там тоже так же они относятся там на вы. А он вам не говорит, на вы мне говори. Не говорите ей так? На вы ко мне обращайся. Главное, что уважение было. У нас же вы это как чужой человек. Это не то, что уважение, это да. далекий человек, ну, Как незнакомый. взрослому. Незнакомый. Незнакомому, Да. взрослому, который ты не знаешь, на вы относит, ну, зовем мы. Нарезаем наш жир. А вы дома какие блюда готовите? Шутону? По-разному. Вчера что готовили? Шупа. Шульпа? Да. Маме когда последний раз летали? Прошлый год был. Мама сюда приехала. А, мама сама приезжала. Да. А у вашего мужа какое любимое блюдо? Плов. Плов, да? Плов и этот макарон плов. Шурпа, настоящий шурпа. А у вашей свекрови какое любимое блюдо? Что любит ваша свекровь? Все любит она. Сладкий любит она очень. Сладкое? Например, Чем что? любите? Сладкий торт, печенье. А что вы готовили своей свекрови? Ханана, чем балуете? Ага. Вкусной сметаной. Я сама и не мучаю ее, потому что Молодец, у нее молодец, дети свои. Поэтому она Поэтому молодо выглядит. нет. Это сейчас растопится. Сейчас мы вытапливаем Да, жир. вытапливаем жир. Какой вы себе гамак тут устроили? Это все сами делали своими руками. Да? Да? А вы по дому все сами делаете? Рукастый же получается. Хочу вас похвалить. Я очень уважаю мужчин, которые все умеют делать своими руками. Это сейчас большая редкость, оказывается. Спасибо. Какую вы себе роскошь тут сделали? Да. Кровать. Кто на ней лежит? Отдыхает? Дети? Дети? А я думала, себе сделали. Никогда. Между работой, между сумку таскать, тут лежать. Жена ухаживает за цветами, за этим огородом, она сама. У вас жена тоже рукастая, да? Да. У вас нету такого, я мужчина, я решила, или там она просто сделала, вы сначала совет ведете. Да, конечно. То есть вы хотите сказать, у вас равноправие в семье? Да. Вы уважаете интересы друг друга? Ой, это вообще похвально. Какие подарки делаете жене? Что последний раз дарили? Помните? Не помню. Ладно, когда уже день рождения, помните? День рождения, да, в январе было. В январе? Да. Какого числа? 6. О, она как я козерог. Это самый лучший в мире знак козерог. Вот сейчас тоже меня спрашивают, в Таджикистане была, я была в Худжанде и в Душанбе. А что, говорит, дальше не ездила по кишлакам? Нет, не ездила. Я не нашла, кого там можно снимать.
таджики, которые живут в кишлаках, если ваши родственники там живут, приглашайте, может, свадьбы. Как живут таджики в Таджикистане, я бы с радостью показала. Вот вы тоже там с родственниками, если что, переговорите. Хорошо. Да-да. Ну Тем ладно. более вы в таком интересном месте живете. У нас от столицы 200 километров. У нас получается от нашего района, центра района, до границы Афганистана где-то или 18 километров. Я хочу. Вот оттуда меня тоже кто-нибудь еще позовите. А у вас здесь друзья таджики есть? Да, на есть, да. Вот жены дома не было с детьми 23 дня, да? Да. Вы дни считали, когда они скорее приедут? Тосковали, скучали, Ну, конечно. ждали. Ну, когда заходишь домой, когда дети нету, никого нету. Грустно, да, когда один дома? Нет, это Да? Soğanı yoyamız. Aha. Yoyamız da. У нас jaямыз. Jaямız. У вас яямыз. Это у узбеков, а у таджиков? Таджика вот хамиру тунук мекунем. А, хамир. Я всегда удивляюсь узбечкам, таджичкам. Они тесто раскатывают на стол. Прям огромный зола. Сейчас мы будем свои делать. Кат-каты, да? Кат-кат сделаем. Да. Откуда узбекский язык вы знаете? Я выросла в такой семье, многонациональная семья у нас, и мы в семье и по-таджикски разговаривали, и по-узбекски, и на русском. Мы 3 брата русскую школу учились, закончили. А я с младшим братом, мы уже как таджикскую школу мы уже. А дети ваши на таджикском говорят? На таджикском говорят наши дети, да. Вы дома... Нет, вот младшие, они таджикский не знают. Подожди, а ваши дети на каком языке говорят? На русском? На русском? На русском. А где таджикский язык? Почему на таджикском дети Таджикский не не говорят? знают они, но понимают. Внуки не знают таджикский. Что, не знаю, ваши тоже не знают? Ваши тоже? Я почти Таджики знаю. медана? Я почти знаю. Таджики медана? Таджики медана? Знаешь таджикский? Почти. Почти, Медона. Смотрите, сейчас, видите, на руке растягивает тесто. Пончики сейчас делаем. Сейчас. Что, мама да, говорит, да? Мама, не мама. А там, а как будет на таджикском мама? А? Уча. Уча? Уча. Но они очень не говорят, мама. Привет. Мы уже вдвоем Потому что на играем. таджикском мы не Я знаем. хочу. Мама с папой дома на каком языке разговаривают? По-таджикскому. А вы понимаете, что они говорят? Мы растопили наш жир и теперь сверху поливаем наш огромный пласт теста. Это мы делаем для того, чтобы у нас получились слои. Так легче всего в Когда детстве. мама с папой о чем говорят, мы потом спрашиваем, что они говорят. А вдруг они секреты какие-то говорят, где конфеты лежат, а вы не поймете никогда. Так это когда они покупали, мы все время находим и купим. А, вы просто их находите, да? А деньги мама где прячет? В кошельке. В кошельке? А потом, вот у нас в копилке есть. Много денег собрали. Скажи, Да. мама, деньги и не прячь, да? Деньги приходят и уходят. Деньги мы никому не дадим. Вы не даете свои деньги, да? Нет. Нет. А что делаете с деньгами? Копите? Покупаем что-то. Что покупаете? Вкусняшки в магазине. Так зачем вы вкусняшки покупаете, если вы находите, куда мама прячет? Конфеты. Зачем свои деньги тратите? Мамины ищите конфеты. Но она уже не подачет. А уже не прячет? Нам давали в Таджикистане деньги. Потом мама себе взяла. Это боль всех детей. Помните, да, мы когда маленькие были, нам деньги дарили, и родители их забирали. Забирали, да? Да. А потому что детей не надо приучать к деньгам. Вы так считаете, да, не надо приучать? Я так считаю. Тут, наверное, мнение вообще разделится у людей. Сейчас детям все дают, все готовы отдать. Нет. А вы видите, вы еще Я из нет. такого поколения, которое не надо приучать. Приучать вообще не надо. Я вообще выросла в бедной семье. Я У меня тоже отец... так же. Не совсем уж у меня бедная была семья. У меня отец умер, и у нас в семье не было денег лишних. 2600 рублей пенсия приходила за то, что отец умер. И хватало ее 10 дней продукты купить, а потом у соседа долг взять. Вот.
я в небогатой семье. Вот когда отец умер, уже семья стала вообще небогатая. Не богатый. А дети Так. смешные, да, все рассказывают. Все, они все рассказывают. Если все секреты они расскажут. У нас слоеный паттер. Вот посмотрите, сейчас мы сворачиваем в такой вот калачик. Это для того, чтобы еще более слоенее стало наше тесто. Нет, это отдохнет. Да. Это пусть отдохнет пока. Это у нас на патыр, да? Это на паттер, слоеный паттер. Паттери вараки. Когда у мужа день рождения? 1 сентября. 1 сентября муж дева, что ли? Дева. А вы козерог, 6 января. А я 15 января. Муж козерог. Да, это самый лучший в мире знак же. Козерог, козерог, все равно характеры по-разному бывают, да или нет? Не знаю, у вас вот какой замечательный характер, как у меня. Невеста, правильно? Вообще, да. Правильно вы говорите. Надо у невесты спрашивать, какой характер у свекрови. Свекровь, если настроение не будет свекрови, о. Свекровь добрая? Конечно, она как моя мама. Как мама? А ну строгая хотя бы чуть-чуть? Нет. А свекровь когда-нибудь вам Правильно, говорила, не строгая. что ты сделала, Нет. так не надо? Нет. Только хвалит, что ли, вас свекровь? Да? Я люблю ее как дочь. Ой, Как мама. у вас такие отношения, да, как мама-дочь? Ну, Тьфу-тьфу-тьфу, не потому сглазить. что у меня дочка далеко живет, Угу. не рядом. Тьфу-тьфу, не Она мне как сглазить. дочка. И что вы хотите сказать, вы никогда голос не повышали? Нет, вообще-то повышаю я. А ведь невестка говорит, нет, нет, никогда. Ну, бывает, так что я ругаю. Можете, да, можете? Бывает, что я ругаю, но основном я сына ругаю. А сына ругаете, сын молчит или что-нибудь говорит? Молчит, Молчит, да. молчит. Так что-нибудь бормочет, а так ничего не говорит, даже и лицо не посмотрит. Мы возвращаемся к нашему плову. Мясо уже подрумянилось. И всыпаем туда морковь. Какой рис используете? Лазер. Лазер? Откуда привозите или здесь покупаете? Здесь покупаем. Чампуль? 230 килограмм. Килограмм риса лазер здесь 230, да? Что вы сказали, соленую воду используете? Теплой водой заливает рис. И еще соль добавил. У нас второй пласт теста. Мы также его смазали жиром топленым. Кругляшочки нарежем, чуть-чуть отдохнет. Угу. Вот такие слои. В разрезе посмотрите, слои. Это у нас кусочки жира здесь топленого. А? Чуть-чуть отдохнет, чтобы раскатывать легче было. Чтобы тесто стало эластичным, податливым. Ругает тебя? Иногда, когда я была. А кто больше ругает, мама или папа? Мама, да, больше ругает. Папа балует? Не балует? Они лучшие. Они лучшие? Ай, молодец какой. Теперь наши колобочки выкладываем в поднос и даем им отдохнуть. И сразу же раскатываем следующий пласт теста. Для лепешки своей. Вот посмотрите, да, видите, слой получился. Вы потом увидите уже в испеченном виде, как будет оно хрустеть. Это у нас называется номпар. Нампар. Узор делаем. Можете увидеть, что такое нампар. Нан это переводится хлеб, а пар Пар это когда бить типа, да? бьешь. Ага. И вот так вот мы придали форму, красоту, выбили узоры нашим нанпаром. Да. И теперь это отправляется в духовку. Все, готов. Готов. Это у нас называется фатир. Фатири варакин. Фатире варакин. Запомнили? Фатире варакин. Вараклик патер. Вараклык фатыр. Фатер. Вараклык фатыр. Это на узбекском, что ли? Патер. Фатыр. На узбекском. А. Вараклык фатыр. Патер. Фатыр. Бисмиллахиррахманиррахим. На сколько градусов, на сколько минут? Так, на 180 градусов на 20 минут. У нас знаете, как говорят? Хадри мехмон вожибас, яду все бегура. Мама не говори, что я... Гарчево машхур джахон, я джавони комат. Ну, перевести не могу. Перевести пускай она переводит. Ну-ка еще раз скажите. Хадри мехмон вожибас, яду все типа- бегура. Хадри Типа, мехмон. дорогой гость или что это? Вы скажете- Узбечайте.
Odamni qadri. Чундума, это уважаемый гость, дорогой гость. Неважно, кто придет в ваш дом, они будут уважаемым гостем, если пришли с хорошими намерениями. Да. И неважно, какой национальности, неважно, богатый он, бедный он будет уважаемым гостем. Гость будет превыше всего в этом доме. Растянули наше тесто, также сверху поливаем топленым жиром, вытопленным жиром, домашним. Чем тоньше тесто вы сделаете, тем больше слоев у вас будет. С тестом надо как, разговаривать, Разговаривать? играть, понимать тесто. Чего тандыр не построите? А я не умею делать. Муж, он же у вас, по-моему, золоторукий. Золоторукий, но тандыр тоже он тоже не умеет. Не умеет, да? Нет. Так-то продают готовые. И в с Уфы тоже можно привезти, и даже в Белебее есть. Дорогие, Мика? Дорогие, Да? Сколько стоит примерно? наверное, где-то больше 20 есть. А, да, дорого. Больше 20 есть. Но ее привезешь. Установить надо. И его это глиной надо обмотать, обмазать, надо. Еще сверху цементом надо, чтобы тепло не уходило никуда. Чем плотнее скатаем, тем слоёнее у нас будет самса. Вот и готово. У мужа день рождения какого сентября вы сказали? 1 сентября. Все в школу идут. Все в школу идут. Да, ваш муж именинник сидит. И сидит он мне, потом вечером справляет. Что, ты пончики любишь, значит, да? Да. А самсу? Мама, сделай пончики. Нет, вот я люблю. Пончики? А пончик, да, вот у меня тесто стоит. Вот. Мама, А, вот же тесто для Вот тесто для пончика. Сделай. мама, не плачь. Перец черный и зира. Я кроме зиры и черного перца больше никаких приправ я не люблю. И на пол тоже так же. Ну, это у узбеков зира, чтобы была обязательно. Ну, там многие барбарис кладут, там и... А я вот не видела, чтобы изюм. узбеки барбарис клали. Изюм есть в Ташкенте, праздничный Изюм, кофе. да, потом некоторые айву ложат. Есть. Айву, я не люблю такого. Я тоже люблю больше классический. Да. Я вот хочу соль, перец и чеснок. Начинка для самсы. Лук, внутренний жир, мясо, соль, перец. Соль, перец, Зира. зира. Учите нас делать самсу И вот так. и И раскатываем. раскатывать по краям, чтобы вот этот узор не потерялся. А, узор нельзя терять, да? Узор, чтобы она не терялась. Посмотрите, как правильно раскатывать самсу. Вот этот узор самса не должна терять, который у нас в сердцевинке остался. Видите, припухлась. Вот. И она, когда пекется, прям красиво Да. распускается. Прям по краям раскатать и сердцевину оставить. И сразу можно делать самсу, да, уже И сразу подряд. можно и положить. Побольше положу мясо. Так. Вот так. И ну, как треугольник и расщепляем эти края. Угу. Как треугольник делаем и переворачиваем. Самбуса. Это вот. Самбуса. Да. Ну там разные фигуры можно сделать, но основном. Кто хочет круглую, Да, кто хочет круг- треугольник. Да, и квадратный можно сделать. Згодный. И круглый. И как вы ее дальше? Круглый. Все, переворачиваем. Да. Просто вот так как ставим. И все. красиво. И все, да? И все. Все, сейчас вы будете катать, я буду закреплять. Вот такие вот треугольнички делаем. Оп, и вот так скрепляем. Мама, смотри. А тут Это какой-то пашмак сделали? Как уж пошмак, да. Да. Вот этот рисунок, который портить нельзя, у нас оставить сверху, он раскроется у нас розочкой. Да. Мама, смотри.
Зарина пока тает, я складываю. Эльвира уже научилась самсу уже лепить. Ну, треугольники-то лепить у меня в крови татарской. А тут просто переворачиваешь и все. Вот такие вот у нас самбусушки получаются. Молодец какой. Пакет сейчас. Тоже помогать пришел? Али, ты не Нет. хочешь помогать? Нет. Он нет. Кухни нет, да? Он категорически... Ну, лягенько тоже буду помогать. Ты кружок делай. Ну, ладно. А волку что? Мама, можно я попробую это сделать? Это что ли? Да. Мама, можно я тоже попробую? Ну-ка давай. Я считаю, идеально. Для первого раза идеально. Даже узор сохранился. Вот тут. Мама, можно мне тоже попробовать? О, смотри-ка, мучился, круг-то получился почти. Чуть-чуть вот здесь середину раскатай. А то середина чуть-чуть толстая. Мама, получилось. Вообще красиво Середину получилось. раскатай. Как? Вот так. Да? Вот так, да. Ну Так, как? ладно. Ой, молодцы. Какие вы хорошие. Ой. А? Смотри-ка. Красивее вас делаю. Вы лучше нас делаете. Сверху смазываем просто желтком, да, или яйцо у вас что? Да, и с желтком. Угу. Чтобы они были желтенькие, глянцевые. Как вы так хорошо раскатывать и делать научились, а? Мне что делать? Вот такая у нас Есть и красота белая, получается. и черная, ну, Кому как чёрная. нравится. Кому как нравится. А, как получилось? Долго не делай, не как черепах. На 180 градусов на 20 минут. Вы забыли сказать, что входит в состав теста. Давайте Или говорите. поторопились, или как-то мы Заболтались. заболтались, забыли об этом. Но у нас на тесто на самсу и на слоеной лепешке обычное тесто, вода, Мука. соль, мука и пол чайной ложки соды. соды. Все. Ой, как И замешиваем тесто. Все готово? Да. Молодец. Вот такие самсушки ты приготовил, да? Тяжело было делать самсу? Получается, девочки мои дорогие, вы можете повторить дома этот рецепт, потому что делать очень легко. Справится 8-летний ребенок, да? Легко катать? Да. Как у них такие идеальные кружки получаются, Ан, вы посмотрите на них. Смотри, ровные кружки получаются. Как вы это делаете? Мы сейчас обжариваем лук в подсолнечном масле для куртоба, да? Самса у нас готова, фатир у нас в духовке, Да. куртоп у нас обжаривается, лук. Самса тоже у нас уже готова. А мы с вами пока отправляемся делать дела по хозяйству. Ой, красота какая. Фатир уже готова у нас. Вы очень шустрая и очень вы чистоплотная. Ну, на чистоплотно, да, ничего не скажу. Ну, давайте посмотрим огород. Что вы посадили? Давайте Ну, смотреть. вот у меня тут фасоль посадила. Здесь я огурцы сажала, что-то не взошли они. Я все переполола. Не знаю, потом я уехала на родину. Фасоль посадили, да? Здесь фасоль посадила. Шпинат я люблю. О, а там у вас красные, это ягоды Это у какие-то? нас там смородина красная. А дайте мне мы пройдем, пожалуйста. Давайте. Дети едят, нет клубнику? Едят, конечно, да. Мы уже собрали, варенье сделали. Так. Мне вообще дальше идти неохота. Как я люблю ягоды. Да все уж любят ягоды. Там прям радость во рту. Черная смородина у меня больно-то не очень-то взошла. Но Мало ягод. компот обожаем. Вот красная смородина. Как хорошо, что я к вам в гости приехала, я прям рада. Знаете, прям из компота из этой смородины так вкусно получается. Кислая, вкусная. Вообще. Вкуснота.
Здесь у нас вот картошка. Посадили. С той стороны свекла кормовая для скотины. Сколько у вас соток здесь? Ой, честно сказать, даже не знаю. Сколько. Где у вас огород заканчивается? Вон там, уже там у нас сено косим. Ничего себе. Вон до конца. Это До конца. гектар? Нет, не гектар. Вот, наверное, 50 соток. Больше, как будто это не 50, больше. 50. Мне кажется, это больше. Я думаю, это вот чуть подальше 30. Как будто много. Вот моя самая любимая в мире ягода, это малина. Я ей говорю, дайте уж, пожалуйста, быстрее к малине. Есть много, тут много. Ой. Сегодня... Но не успевает поспеть, как дети сейчас Да. кушают. Сегодня у меня просто самый лучший день за эту неделю. Малина. Дайте еще чуть-чуть покушаем. Видите, я даже сама не смотрела еще тут. Вот видите, не зря я сказала, дайте малину посмотрим. Я вот по огороду хожу, а на малину вообще я даже не обращаю внимания. Уже собирать можно? Ну, уже только начинается уже. А вот прям распробовать. Вот помидоры у нас. Помидоры только вот. Это что, свекла кормовая? Это у нас полусахарная свекла. Ага. Полусахарная свекла для скотины хорошо и полезно. Только набирает силу. Да, только набирает они силу. Угу. Плов готов. Готов, да? Сейчас мы идем в сарай. В сарай идем, накормим. Ага. Вот наши руки. Это уже последняя кухня. А у вас раньше дома скотина была, когда жили в Таджикистане? Была. Да? При родителях была. А после родителей нет уже. Сколько у вас коров? Одна корова с теленком, бычком. А еще Большой. кто есть? Сарай-то большой, я вижу. А вот это маленький. И корова настали сейчас. 2 коровы, одну продали. 3 головы в итоге. 3 головы. 3 головы, в принципе. Сколько литров молока в день доите? Ну, как половину ты у меня теленок сосет. Вы только 5 литров молока забираете у коровы, остальное теленку? теленок, да. То все равно литров по 10, как будто 15 дают, наверное, да? Да. Теленок-то вон какой здоровый. Это какой? 3 месяца теленок. Сколько? 3. 3 апреля, вот май, июнь. Июль, 3 месяца уже. У меня корова, она сама она там крупная, поэтому у нее крупнее телята. Я бы не поверила, что 3-месячный. Как зовут? Боря, А зачем Боря. Боря? Почему не? может по-таджикски, да? Ой, какой роскошный плов у него получился. Скучно. Красота. Я говорю, я прям отсюда пробую, что ли? Пробуй, говорит, прямо отсюда. Бисмилляхи рахмани рахим. Пробуем плов. Вы волшебно готовите плов. Это вот только чеснок и зира. Ну, приправки, Соль, 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 зира и чеснок. Волшебно готовите. Смотрите, у нас самсушки приготовились, какие они красивенькие. Сейчас будем все это пробовать, угощаться. Для приготовления куртоп нам нужна деревянная тарелка, миска. Да. Нужно кислое молоко. Катык, горячая вода. Накладываем такое количество кислого молока. Для вкуса соли.
Сюда горячую воду. Чуть-чуть горячую воду. Вы, чуваши, никого не кормили хуртовым? Кормили. И что сказали они? Ой, это ж давно было. И что, удивились? Они удивились, говорят, что это такое за еда? Катык, и в катык лепешку, салат, и руками они кушают. Хуртоп — это национальное таджикское блюдо. Национальный наш. Я его пробовала только один раз в Узбекистане, когда была у таджиков, у Аминджанака. Его жена готовила вот один раз. Но она по-другому готовила, вообще по-другому. По-другому. Теперь смотрите, мы берем наш фатир. Смотрите, какой хрустящий, слоеный у нас фатир. Ой, вообще вкуснота получилась. Вот у нас. Слоями. Вкладываем лепешку. Подожди. Сейчас сделаем. Как вкусно пахнет у нас фатир. А вы какое блюдо чувашское попробовали здесь первый раз? Не помню даже, что пробовала. Что-нибудь удивило вас? Ладно, в Россию когда приехали, какое-нибудь блюдо удивило? Нет, Нет? Все знали уже. все знала я уже. Даже в Москве или еще где-то. Вы сталкивались с тем, что кто-то к вам говорил там, о, в таджичка, Нет. там что-нибудь плохое? Ничего я не слышала. Когда я сама там работала, так я и ходила. Ну как таджичка? Как таджичка я и ходила, и в платке, и... Никогда? Никогда. Я от местных вот москвичей, у них я работала в основном, Ага. и в квартирах, и в дачах ни разу А не где-нибудь слышала. в метро, на улице? Нет. Вообще вот я слышала, я родилась в России, всю жизнь здесь прожила, я татарка. Но я похожа на нерусскую, я признаю этот факт. как бы. Ну это и, конечно, это Да. уже полицию видно. Да, но я имею в виду, я в свой адрес много чего слышала. Слышала ты? Конечно. Мне было 8 лет, в городе Бугульма я была. И я пошла смотреть, продают же вот эти витрины 3-рублевые эти колечки, малечки. ну. И я вот так вот стою, вот так смотрю на них. Денег-то у меня нет, я просто смотрю. И мне продавщица, иди отсюда, цыганку, украдешь там. А вот моя мама поехала в Москву, и ее очень сильно напугали. Может, скинхеды на то время были, я не знаю. И она с этого дня сказала, я больше никогда в эту Москву не поеду. Ну, я не знаю, она татарка, но она не черная, ничего. И там, иди, вали на свою родину, кричали. И у меня у мамы вот до сих пор страх Москвы. Тут у нас, видите, наша лепешка. Вот она. Лепешка сейчас размякнет. Сверху посыпаем лук. Сверху жареный лук. О, зелени щедро прям. Да, можно и зелень. Вот. У нас куртов готов. Все, курток Да. выглядит вот так, да? Куртов у нас выглядит. Теперь вот можно так. это к столу. Можно к столу. И у нас уже здесь стол накрыт вкусняшками. Обратите внимание также на курпачи. Как у тебя? Курпачи оттуда привезли или тут шили? Я сама тут шила. Тут шила. Материал оттуда привезла. Ага, тут шила, да? Здесь я и шила. Это можно и с чаем покушать, очень даже вкусно. Это очень вкусно. Да. Ну что, к столу сядем? Угу. Я голодная. Все, за стол. Сначала гость, потом мы. Я не могу, вы старше меня, я... Не, у нас такого нет. Вот гости, там есть гости. Заходите, Куда я пожалуйста. могу сесть? Я купила себе курпачи 4 штуки из Узбекистана, притащила их в Россию. Оттуда вода привезли. На машине притащила их сюда. И думаю, все, я буду спать на курпачах. Вот, я сидела и шила, что на курпачах сидеть, на курпачах вот спать. Я еще эти курпачи купила Прям готовая, да? прям готовы, Вот прям пахтая чиндабар. Я купила в этом, как она, Хорезме. Оттуда на самолете не разрешили узбеки, говорят, возгорание нельзя в самолете. Я их на машине в Ташкент. Из Ташкента посылкой, доставкой в Россию. А на самолете тоже можно. Сказали, мне вот нельзя. С Узбекистана. В самолете возгорание может быть. Легко, быстро горит, пахта. Посмотрите, какой у нас вкусный, красивый стол. Это у нас таджикские блюда сегодня мы с вами готовили. Вот. Взгляните, тут у нас куртоп, тоже таджикское национальное блюдо.
Это у нас плов, Это у нас плов, французские, сладости, фрукты. слоеное тесто. Вот такой вот сегодня у нас вкусный стол. Сейчас будем пробовать. Муж мало ест, да? Он мало есть, но он мне тоже экономичный. Это я? Вы много едите? Я хорошо ем. Я тоже хорошо ем. И невеста у меня хорошо кушает, но не знаю, почему не поправляется, а как. Вы начинаете, вы старше. Пожалуйста, мархамат. Спасибо. Почему я ем? Мне неудобно. На тарелку Можете положить там вам? аромат Никак. А вы как едите? Вы руками едите? Ну, это если так, мы руками. Я тоже. Это нам тоже не надо. Да. Я же не знаю, как его едят. Вы мне покажите пример, и я начну. Именно. Вот, берем вот так. Ага. И все. И пробуем. Теперь мы пробуем. Берем вот так. Лук надо положить, да? Лук я люблю. Все? А где хочешь? Иди. Кислый? У нас коты кислые. Ну, бодрый становится зато. Прям покушаешь, но вся... Я плов буду. Это очень необычно. Это... Ну, только просто чуть-чуть кисловатое. Нет, а мне нравится. Да? Угу. Можно и салат. Можно, хотите, там с салатом. Чуть-чуть салатом и перемешать. Да? А вы любите куртоп, да? Да. А знаете, какой вкус получается здесь? Кислый катык, лепешка немного размякла, но еще встречается, где она хрустящая. Сверху лук, все это во рту переворачивается вкусно, бодрит, и получается очень даже необычно вкусно. Дайте, пожалуйста, мне полотенце, а то вы аккуратно едите, а я... Вот так надо. Теперь плов кушайте. Теперь пробуем плов. Берем кусок мяса, рис. А кто там взять? Это очень вкусно. Плов вообще. Слышу, как будто кто-то пришел по шагам. Здравствуйте. Мы запах почувствовали. Это хорошо. Вкусный запах почувствовали. Да, давайте заходите. Соседи же вкусный запах почувствовали. Здравствуйте. Давайте. Присаживайтесь. Нет, за стол ставят. А вам за стол ставят? За стол сажают. А меня на пол? Вы соседки? Да, наши соседи они. Это вы за сколько секунд нарядиться успели? Быстро, быстро. Она мне еще кричит, чувачки один. Я говорю, не знаю, говорю. Сын пошел и говорит, а дайте приходите к нам быстро только в гости. Ну, Сайд Ахмад прибежал, да? Сайд Ахмад же. Мы с Эльвирой руками только кушаем. Я руками. И ты руками привыкла, да? Абсолютно спокойно, да. Я еще не спрашиваю, я говорю, а как едите, руками или ложкой? Он говорит, руками. Руками. Она много дает. Каким-нибудь блюдом угощали, чтобы удивились? Ой, первый раз вот это дело, как его, это самса, да? Первый раз? Я говорю, ой, говорю, а что, говорю, что это капуста? Говорю, оказывается, это лук. Я думала, капуста. Когда еще Зарины не было, муж говорит, каким-то этим блюдом угощали, говорит, как она коты, говорит, они говорят, руками ели, говорит. Я говорю, Ага. есть Это по-нашему турух будет. А у вас еще тоже такое блюдо есть? Ну, не блюдо, но мы суп суп ложим, да. А какое блюдо удивило-то вас? плов, самса, Даже первый раз в жизни такой вкусный плов ели. конечно. Да. Это правда. Они нам каждый раз приносят уже. Да, сами приносят нам. Давно вкусный плов не ел. Иногда муж мне говорит, ради усопших сделай хотя бы там кульчашки или плов, раздай соседям. Да, Иногда я раздают. делаю, раздаю соседям. Или плов. Лепешки прям. же постоянно делаешь, такие вкусные. Когда мои дети, внуки тоже. Вот такие вкусные они кушают. Я давно хотела этот фатир. Или прям чай. Чай сделать. Попозже? А что, уже пора? Вот хотя мы же татары, нам сразу чай надо, чтобы... Да. Чтобы сразу на столе стоял, запивать.
Фатир прям хрустящий. Хамитовна ввели. А как у вашей Хамитовна фамилия? Никитин. Вот Рамзяпа Никитина, Кикен Васильев, Кождаваш село. Это самый золотой человек, с которым я познакомилась. Здесь она вообще у вас большая молодец. Спасибо ей большое, что меня знакомит с такими замечательными людьми, как вы. Благодаря ей я могу узнать, как живут в этом селе, и как живут таджики, как живут татары, как живут чуваши. Я уже у всех была. Она вообще молодец. Прям помогательная очень. Смотрите наши самсушки, давайте попробуем. Ой, хрустящая какая. Много начинки, сочная. Многие, наверное, вспомнят тетя Аня, да, мы были у нее в гостях, снимали видео. Я почитала комментарии, как про вас хорошо пишут. Да, я тоже про Да? это читала. Да. И красотка, и ну, все оправдано, все заслуженно, и активно вообще. Столько добрых слов написали, прям люди молодцы. Ни один ругается, не ругается. Там про моего зятя только кто-то один ругнулся. Ругнулся, я что-то пропустила, что. Да, там ни одного нет. Молодцы люди, Комментарии очень настолько хорошие. люди добрые. А тебя как там хвалят? Мы же не знали, что ты есть на свете. Сейчас теперь знаем. Теперь даже подружки. А вы вообще научили ее чувашскому языку хоть чуть-чуть? Ну, хоть понимает, она понимает, она понимает. Зарина, что ты можешь говорить, Вы наверное? на намаз? Да, намаз читаем. А мы и не скрываем, что из деревни родом, что бегали по лужам мы в детстве босиком. За 10 километров любую непогоду с детьми ходили в школу туда-сюда пешком. За 10 километров любую непогоду с детьми ходили в школу туда-сюда пешком. Пришли в гости к нам. Хотите, по-вашему, Из Узбекистана? Да. А, siz Jizzax, Assalomu alaykum, yaxshimisiz, yaxshi keldingizmi? После того, и мы, она по ютубу увидит постоянно тебя. Да? Да. Женщина садится. Shu sababdan keldingiz-da? Abone bo'lamiz. Ой, все, gap yo'q. Приехали узбечки в гости к соседке. Ко мне, мои сестры. Да, да. А как ваша сестра? Вы же не узбечка. Мама туда уехала, я здесь осталась. Я чувашка, а не узбечки. А вы что, узбечки? Я не знаю. Понимаем уже. Да? Жена, Габра? Ты тоже узбечка, что ли? Нет, я А ты что? А, да? Знает, разные. У нее вчера 60, юбилей был. Мы отмечали. как-то все рядышком, да? Поздравляем, пускай у вас будет все хорошо, почаще путешествуйте, ездите друг к другу, бахатля булин. Здоровье самое главное, и почаще приезжать друг к дружке. А вы когда в Узбекистан полетите? Она была Осенью. Еще раз полетите? Да. У нас полон дом гостей, хозяин дома ушел в больницу. Рад с вами познакомиться. Спасибо за гостеприимство вам. Как говорится, рахмат за то, что приехали. Приезжайте мимо, если будете не проезжать, пожалуйста. Спасибо Любим, большое. Любим гостей. Я заметила. Да, спасибо вам еще раз за то, что приехали, заходили к нам в гости. Вам спасибо за гостеприимство. У вас замечательная семья. Очень все вкусно было. Давайте, чтобы зубы не болели. Еще увидимся. Все, пока-пока. До свидания. Наши женщины сидят, им неудобно, у них ноги болят, непривычно им сидеть на коленках. Узбечки сидят, все, она говорит, мы мечтали сидеть на коленках. Часами можем сидеть, это надо с детства, с рождения привыкать. С рождения. Плов кушать руками с рождения, сидеть на крупачах. Показать?
Ух ты, я сегодня руками Да. показать. Вот. Я тоже могу. Она. Так делаем, убираем. Да, Первое. да. Вот так вот, все. И выдвигаем. Да. Опа. Кто на каком языке разговаривает? Тут у нас чувашская речь слышится. А сейчас? Сейчас в Москве. Тут у нас русская, узбекская, таджикская. Все на своем языке разговаривают. У нас сегодня вообще какой-то интернациональный день получился. Кто у нас есть? Таджики, чуваши, узбеки. Татарка. Русские есть? Русских нет, кажется. У нас нет. Есть только мальчик здесь, Арсен бегает, чей-то ребенок. Чувашин. Да? Ваши напиток кружка, настойка. Да мне подарочки передают. Подарочек где принесу? Самодельная? Конечно. Лечебная? Лечебная. Самая лечебная? Самый лечебный. Всегда молодцы. Встали, выстроились, говорит, песню споем и уйдем. Спасибо. Позвонил, ладно? Это вам спасибо. Да ладно. Как это да ладно, ничего подобного, вообще молодец. Спасибо. Зарина, очень рада была увидеть. Спасибо вам. Как найти мой канал? Эльвира Узбекистан, я Сасчха. А так в путь он называй. Все. Я тоже хочу на пенсии так жить, то что мотай. Как так он? Как-то Рахмат. Я так рада познакомиться. Танышканымга Хурсантман. Очень рада познакомиться. Какая замечательная, чудесная соседка у вас. Заринапа вообще молодец. Дай Бог здоровья. Да, как вкусно нас накормила, как в гости сегодня приняла. Если что там, извините уж, если... Что будем извинять-то? Все. Все, Були. Увидимся. Пока. Рада познакомиться. Рад познакомиться, помощники. Все, увидимся. Пока-пока. Целый пакет, смотрите. Самса. Рахмат. Целый пакет вкусняшек. В прекрасной минуте мы с вами заканчиваем просмотр этого видео. Огромное спасибо говорим хозяйке дома, ее семье за такой прекрасный прием. Сегодня пришли Вам все. спасибо. И все соседи пришли, и узбеки из Узбекистана прилетели. Наши с Узбекистана, с Таджикистана, с России. И татары, и русские. Все у нас сегодня были. Всего доброго, счастливой дороги. Увидимся. Я люблю вашу деревню, друзья мои. Помните, что вы меня самые лучшие. Берегите себя. А вот теперь пока-пока. Тяжелая сумка. Пока! У нас был сегодня с вами очень вкусный, интересный день. Познакомились с разными людьми. Ой, хозяйка дома, какая замечательная, Заринапа. Вот так. Все, скоро увидимся. Не скучайте.